Провокационная и далеко не всегда приличная сатира символиста Фелисиена Робса. Годы жизни 1833-1898. Бельгийский художник-символист, иллюстратор, акварелист и гравер, чьими работами восхищались, но одновременно признавали излишне провокационными и неприличными. И было отчего. Робс сосредоточился на изображении женской чувственности и соблазна. Он надумал создать галерею типов 19 столетия. И действительно, иногда рисовал симпатичную фабричную работницу у фонарного столба, на котором были наклеены призывы к стачке. Но таких картин в его творчестве не слишком много, хотя вопросы несправедливого социального мироустройства ему не были чужды. Однако основной мотив его творчества – это демонстрация чувственного женского очарования, подчас достаточно откровенного. Почти все изображенные им женщины, вне зависимости от социального происхождения, крайне самоуверенны, полны жизни и при этом сочетают природное очарование с откровенной вульгарностью. Фелисиен Робс говорил: «Я очень хочу изобразить сцены из жизни и типы 19 столетия. Жажда низменных наслаждений, мелкие бытовые заботы и пустые интересы наложили на лица моих современников безжизненную маску. А мне очень забавно ее исследовать и отобразить». Исходя из этой философии, Робс пишет нереальных женщин, а некие отвлеченные образы, напрочь лишенные духовности и заинтересованные лишь в чувственных удовольствиях. Понятное дело, было в этом сатирическое утрирование. Художник довел до крайности отражение процессов, происходящих, по его мнению, в обществе, когда старые понятия о морали стали совершенно никому не интересны, а на первый план вышли торжество капитала. Поэтому в его женских образах явно проявляется некое демоническое начало. Не случайно Игорь Горобарь писал о творчестве Робса. Он настоящий певец женского сатанизма, женских чар и тела. Робс родился в семье фабриканта, а потому не слишком нуждался в деньгах и был относительно свободен в выборе своего жизненного пути. Он поступил в престижный Брюссельский университет, где планировал получить юридическое образование. Там он вскоре стал своим среди веселой и свободолюбивой студенческой братьей. Подружился с писателем Шарлем де Кастером и поступил в несколько студенческих кружков. Однако Робса больше интересовала живопись, нежели скучная юриспруденция. Он стал рисовать политические карикатуры для бельгийских журналов, а заодно посещал брюссельскую мастерскую Святого Луки. В 32 года надумал поехать в Париж и с тех пор занимался исключительно творчеством. Писал картины маслом, но отдавал предпочтение графике, как более отзывчивой на различные проблемы общества. Благо, в то время спрос на различные рисунки и гравюры был очень большой. Великолепно освоил технику литографии и афорта, создал немало иллюстраций к таким книгам, как «История кафе и кабаре Парижа», «Парижские геттеры», к сатирическим произведениям основоположника декаданса и символизма поэта Бодлера и автора многих сатирических стихов Беранже. Но для себя делал зарисовки всех заинтересовавших его женщин, цирковых актрис, дам полусвета, обитательниц публичных домов и просто случайных прохожих, увиденных им на улице. В деньгах художник не нуждался, а поэтому творчество для него было скорее способом выразить свои мысли и жизненную позицию, нежели заработком. Но постепенно его произведения, несмотря на явный вызов всем устоям общества, становились все более популярными. Хорошая школа политической карикатуры не прошла даром. Большинство его работ имеют явный сатиристический подтекст и откровенно провокационные названия. Он смело переиначивал на свой лад некоторые библейские сюжеты, например, «Искушение святого Антония». Часто изображал сатану и символическое воплощение порока, как на картине «Порнократия». Правда, к концу жизни работа графиком и гравером сильно сказалась на зрении. Робс почти ослеп и умер на 65-м году жизни, оставив богатое творческое наследие, отражающее образ мыслей и стремление к новаторству, характерное для многих передовых людей XIX века.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.